А мы начинаем разбирать, что произошло с последними 3 дятловцами, с теми, у кого теоретически оставалось время и пространство для спасения. В этой серии мы зададимся вопросом, могли ли эти 3 уцелеть. Ведь к этому моменту часть группы не вернулась. Потом пропали и те, кого отправили им на помощь. И в палатке остаются Дятлов, Слободин и Колмогорова. Опытные, физически сильные туристы. Но они все еще находятся в логике мира, где люди не исчезают просто так, а помощь обязательно придет, надо только ее дождаться. И мы попробуем понять, какое решение Дятлова могло все изменить, и почему это решение так и не было принято. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, в действиях чужих наступила пауза. 4 туристов лежат в ручье, 2 под кедром. И чужим надо сообразить, как действовать дальше. И на этом месте мы обращаем внимание снова на охотничий настил, к которому дятловцы, естественно, не имеют никакого отношения, как мы уже разобрались ранее. Когда настил откопали в мае месяце, на нем лежали какие-то вещи. И тут я зачитаю мнение исследователя Томилова. 4 предмета одежды, лежащие на настиле, принадлежали дятловцам. Но вот эти 4 предмета одежды и есть самое интересное в этой фотографии. Конечно, 4 из последних оставшихся в живых, а это Золотарев, Дубинина, Тибо, Каливатов, могли подложить под себя предметы одежды, взятые уже у погибших ребят. Но думается, что замерзающий человек скорее на себя наденет одежду, чем положит под себя. И другой важный момент. Расстояние между предметами одежды, лежащими на настиле, примерно 1 метр. Они лежат по углам настила. Лично меня расстояние в 1 метр поразило. Попробуйте представить себе 4 замерзающих людей. Будут они готовить себе место для сидения в 1 метре друг от друга? На мой взгляд, они сядут вплотную друг к другу, прижмутся друг к другу спинами и боками, чтобы максимально сохранять тепло. Само собой напрашивается вопрос, а кто тогда может положить предметы одежды на таком расстоянии друг от друга? Логика подсказывает, это могли сделать другие люди, тепло одетые, одетые по погоде и климатическим условиям. Конец цитаты. Так и есть, добавить нечего. И получается, что чужие отправились на настил, чтобы, так сказать, передохнуть от своих неправедных дел и обсудить дальнейшее действие. Безусловно, они имели сведения, что в палатке еще кто-то остался и, может, даже знали, сколько человек там сейчас находится. Но так как сидеть на дровяном настиле было неудобно и холодно, то эти, как выразился Томилов, другие люди, тепло одетые, одетые по погоде и климатическим условиям, решили подстелить под себя кое-что из вещей Кривонищенко и Дорошенко. И думаю, что не только свитера они под себя подстелили, а и верхнюю одежду ребят. Потому что толку от этих свитеров, ведь куртки Дорошенко и Кривонищенко, как мы уже говорили, нигде нет упоминания, где их нашли. И если куртку Кривонищенко вернули отцу в приличном состоянии, то верхняя одежда Дорошенко нигде не фигурирует. Таким образом, поисковики на настиле обнаружили такие вещи. По радиограмме. В скомканном, вывороченном на левую сторону состоянии обнаружен безрукавный, чисто шерстяной свитер китайского производства серого цвета. Но эта серая безрукавка тоже нигде не всплывает, только у костра под кедром нашли оборванный обшлаг рукава серого свитера. А в протоколе вместо серой безрукавки отмечен джемпер китайский, шерстяной, целый, белого цвета. Наискосок по диагонали от него лежит свитер теплый, шерстяной, коричневый, целый. А в радиограмме это теплый шерстяной свитер коричневого цвета с сиреневой ниткой. Это сухие свитера. Кто бы сомневался, снятые недавно с Кривонищенко и Дорошенко. И начальнички уселись на них, как я предполагаю, положив сверху и верхнюю одежду ребят, чтобы удобнее было повыше сидеть. А что осталось их подчиненным? Правильно, лыжные штаны ребят, да и те рваные и обгорелые. По протоколу брюки коричневого цвета с концов не целые.
А в радиограмме это теплые улучшенные трикотажные брюки с начесом на левой стороне коричневого цвета, верхние и нижние резинки брюк разорваны. И наискосок другому подчиненному достались обгорелые штаны Кривонищенко, и чтобы не сидеть на горелом, тот подчиненный просто обрезал испорченную часть штанины, выкинул ее и уселся на то, что в протоколе называется штанина от лыжных брюк черного цвета. А в радиограмме это правая штанина от первоначально найденных брюк. Другая половина этих лыжных брюк найдена на поляне в 15 метрах от настила. Брюки без штанины прожженные. Еще на настиле нашли, как сказано в радиограмме, обмотка солдатского образца из шинельного сукна рядового состава с пришитой тесьмой коричневого цвета длиной около метра. Появление обмотки мне непонятно. ТЧК Артюков. И я, по идее, сейчас должна зубами вцепиться в эту обмотку и кричать: «Вот, видите, это чужие оставили эту обмотку, вот вам доказательство их присутствия». Но я хотела вообще не касаться темы обмоток, потому что меня смущало, с каких это вольтов кто-то из чужих решил оставить на месте преступления свои обмотки. Ладно бы одну потерял, а то обе не клеится. Но на недавней Дятловской 67-й конференции этот момент достаточно внятно объяснил Карелин. Что такое обмотка? Все их помнят по Первой мировой. Но в советской армии их применяли аж до середины 50-х. Вот фотография 1945 года. В фильмах о немецко-советской войне такой анахронизм не выпячивали, но в реальности их широко использовали. Обмотки носились с ботинками выше них вместо сапожных голенищ. С появлением кирзовых сапог надобность них отпала. Но на складах их скопилось большое количество. Обмотка – это лента из шинельного солдатского сукна, длина метр и чуть больше, ширина 10 сантиметров. С торцов завязки. И, как считает Карелин, это были обмотки Кривонищенко. Он их одевал под ботинки или даже под валенки, неважно. Отсюда, бац, логический переход к экзотическим меховым чулкам Юры. По-видимому, у него ноги были чувствительны к холоду. У многих такое бывает. Туристы прекрасно знают, как суставы ломит от холода, особенно под утро. И Кривонищенко свои ноги всячески утеплял. И папа-генерал принес ему со склада эти солдатские обмотки. Для таких случаев это то, что надо. И когда Юру раздевали, естественно, с него сняли и эти обмотки. И, может, подчиненный, которому штанины было мало, подложил еще себе под зад и эту обмотку из плотного шинельного сукна. Это еще хорошо, что Артюков, который знал, что такое обмотка, назвал ее правильно, потому что от Монаки увидел под кедром вторую обмотку и назвал ее матерчатый пояс темного цвета с тесемками на концах. Этот предмет, кому он принадлежит, он не знал. Длина этого предмета около 80 сантиметров, ширина около 10 сантиметров, на вид похож на пояс или лямку. Посчитал от Монаки, которой манси тянут груз, но этот предмет для применения вместо лямки не годен, так как он не прочен. В итоге этот пазл сложился. И это самое умное, что было произнесено на той конференции. А не. Архипов еще доказывал, что на территории Ивдель-Лага мыша не проскочит. Чужие там не ходили незамеченными. Каждое их перемещение контролировал хозяин. И это правда, потому что чужие – это условное погоняло, на самом деле это местные, и никто кроме них не мог незаметно расправиться с дятловцами. Вот в чем поинт. Ну а мы продолжаем. Чужие подложили под себя одежду, снятую с ребят, начальничкам ранговым целые свитера, шестеркам достались штанины и обмотка. И так они сидели, обдумывая, что делать дальше. А Манси стоял рядом или сидел на снегу. В своей малице он бы и на настил не уместился, та и не претендовал на него.
И на этом этапе, по идее, чужим можно уже рвать когти. Их никто не видел из живых или полуживых туристов. Если Дорошенко и Кривонищенко еще в сознании, то, конечно, надо опять-таки дождаться, когда они замрут окончательно, потому что те трое в палатке теоретически еще могут спуститься вниз и разговорить своих товарищей. И тогда бы утром на 10 лыжах они бы мухой долетели до ближайшего населенного пункта и подняли бы там гвалт, и по горячим следам на чужих сразу бы вышли. И вот этот последний этап самый продуманный, потому что практически чужие понимают, что к ним уже никто не спустится ночью. Теперь оставшиеся туристы будут ждать до рассвета в палатке. Но чужие не могли ждать до утра. Поэтому добивание Дятлова, Колмогоровой и Слободина – это тщательно обмозгованное действие, чтобы устранить всех потенциальных очевидцев и выиграть время. Да, еще одна здравая фраза на той 67-й конференции прозвучала. Один докладчик сказал, что самое странное в этой истории, что погибли все 9 туристов. Но это им странное, нам-то оно вполне понятное. Таким образом, мы в который раз убеждаемся, что поведение чужих холодное и профессиональное. Но я не хочу, чтобы слушатели подумали, что их нельзя было переиграть. И чтобы их образ предстал в виде хладнокровных, уверенных в себе, расчетливых мерзавцев. Нет, немного это не так. Для чужих эта ситуация тоже не штатная. Если и были трошки выпивши, то уже давно протрезвели. Но они понимали одно – им нужно выиграть время, устранить очевидцев, поскорее вернуться домой, чтобы наметить план собственного спасения, или перевестись в другие лагеря, или уволиться и вообще исчезнуть из этих мест к чертовой матери, или другими методами порешать вопросы. И все это надо сделать до того, как найдут тела туристов. А с утра надо явиться на работу, как ни в чем не бывало. И начальнички решили, что подчиненные, сидящие на штанинах с обмоткой, может даже в сопровождении Манси, должны подняться к палатке, и я пока не знаю, посмотрим дальше. Или приказ был привести дятловцев сюда, к кедру, или решить вопрос как-то по-другому. Но одно напутствие звучало жестко. Ни одного лишнего движения, ничего в палатке не трогать. Важно, чтобы все выглядело, как туристы переругались, передрались, выбежали из палатки и позамерзали. У чужих на этот момент все под контролем, поэтому действовали они смело, но осторожно. Теперь посмотрим, что происходит в палатке примерно в 7 часов вечера. К этому времени, наконец-то, Слободину, Колмогоровой и Дятлову становится понятно, что с их товарищами что-то приключилось. Наконец-то они осознают, что они не хозяева планеты, а маленькие люди, которые одни на какой-то ставшей в раз враждебной горе, далеко от населенных пунктов, а внизу чернеет теперь уже страшный лес. Но они не представляли масштаба трагедии. Эти трое находились в состоянии нарастающего страха, но что делать они не представляли. Я раньше говорила, что отправить Кривонищенко и Дорошенко на подмогу той четверке – это была предпоследняя роковая ошибка Дятлова. Но в процессе исследования оказалось, что это была последняя роковая ошибка Дятлова. Дело в том, что ребята даже представить себе не могли, что их товарищей уже нет в живых. В 1959-м идея «на нас напали свои же советские люди» почти невозможна. Вспомним, что еще несколько дней назад дятловцы на 41-м квартале отплясывали вместе с прекрасными рабочими этой зоны, и этот суровый край им казался распрекрасным. Шутки, смех, веселье. Максимум, что у них крутилось в голове, что-то пошло не так, надо ждать, а утром идти искать. Это очень важно понимать, что ребята мыслили об опасности как туристы. Там медведь напал, или волк кого-то укусил, или кто-то упал во враг и сломал ногу. У них и мысли не было, что опасность надо ждать со стороны людей. А теперь представим, если бы на месте Дятлова был кто-то типа Гудкова, более осторожный и разумный лидер.
Мы помним, как гудковцы на территории Ивдалилага на шухере даже кого-то выставляли на ночь, так как они боялись этой зоны. И кого боялись? Не медведей, а именно людей, которые здесь проживали. И осторожный лидер не рассеивал бы группу, хотя есть масса воспоминаний, как на этой зоне туристы ходили в радиалке частями, но, как оказалось, это все до поры до времени. Если бы Дятлов, как руководитель, раньше всех почувствовал угрозу, то это была бы другая история. Но, как мы помним, Дятлов был очень самоуверенным, нацеленным прежде всего на результат, в данном случае покорить Этертен, и угрозы на своем пути воспринимал только как туристические трудности в виде климата и рельефа. Так что представим, исходные условия те же, территория Ивдальской ИТЛ, день клонится к вечеру, часть группы пошла за дровами, прошло больше обычного времени, четверка не возвращается. Внутри осторожного лидера должно что-то ёкнуть. Такое странное затянувшееся опоздание – это сигнал опасности. Первая реакция – это не посылать вдогонку вторую группу, не дробить состав еще раз, не списывать опоздание на задержались, бывает. Вместо этого осторожный лидер прекращает шутки, писанину, переводит группу в режим наблюдения, выставляет часового на склон в направлении леса, фиксирует время. Если через 10-15 минут не появятся, принимаем решительные меры. И самое главное, эти 5 уже не спасатели. Они не бегут, сломя голову вниз в этот страшный лес на выручку товарищам, как их учила советская пропаганда. Сам погибай, а товарища выручай. Самед на смерть идет, чтобы не погиб Семен, собою жертвует Семен за жизнь Самеда. Пароль их Родина и лозунг их Победа. Но по законам природы и современным понятиям туристы сначала должны подумать о себе самих. Так учат сейчас на курсах оказания первой медицинской помощи. Сначала надо удостовериться, что ты сам находишься в безопасности, а потом уже думай, как спасать других. К осторожной группе быстро приходит понимание. Это ненормальная задержка. Если ребята не возвращаются так долго, то причина не медведи, не травма, иначе кто-то бы из них уже давно прибежал за подмогой. Приходит сознание, что там в лесу опасность в виде других людей. И тут осторожный руководитель решает выводить сигнал тревоги наружу и срочно отправляет 2 через хребет, естественно, девушку и кого-то из ребят. И делать это сразу же, после того, как внутри поселилась тревога, а не через час. Еще до темноты или в сумерках с четкой целью кто-то должен выйти из зоны. Там до ближайшего поселения 70 километров, и за хребет вела Мансийская тропа, как утверждал Андросов. И заряженная Зина с напарником, тепло одетые и с едой, добежали бы туда. Спустились бы с хребта, а дальше по Мансийской тропе. За 4 часа прошли бы километров 15. И это было бы не бегство, а вынос информации или сигнала тревоги за пределы зоны Ивдельской ИТЛ. Сейчас многие скажут, так их бы догнали. Я тоже так сначала подумала. Но, как мы говорили, чужие сами попали в нештатную ситуацию, и им все удавалось так хорошо, только потому, что они не встречали серьезных преград. Когда подчиненные подошли бы к палатке и увидели 3 дятловцев, и узнали бы, что 2 уже далеко, то еще бы Дятлов и приврал, что один ушел на 41-й квартал, а 2 за хребет несколько часов назад, то все, мяч на стороне дятловцев. 6 в растерянности. Это надо снова спускаться вниз, докладывать начальству. А это все время. И берут они этих 3 и ведут к начальству, которое на настиле отдыхает. И, услышав такую новость, с начальничков сразу бы уверенность слетела, как пух с тополя. Это что, теперь надо отправлять кого-то в погоню на 41-й квартал? А преследование за хребет – это вообще проблема. Это уже другие риски. И вероятность того, что начальнички махнули бы рукой на этом месте, достаточно высока. Потому что чужие – это сотрудники МВД, хотя и здоровые, и отъевшиеся мужики, но не лыжная секция. Их, скорее всего, манси на оленях привезли на охоту. Они даже не туристы, у них нет туристической выносливости. Ну, если, конечно, среди них не было Чернышова, чемпиона в лыжном спорте. Но по-любому они не рассчитывали на погоню на десятки километров.
Гоняться за кем-то так далеко и в темноте – это нереально. Но главное – это уже не их сценарий. Ситуация вышла из-под контроля. Холодный ужас теперь заползает в души чужих. А если туристы дойдут? А если они завтра-послезавтра вернутся с подмогой? Так бы осторожный лидер сыграл на опережение. Даже если бы оказалось, что это был медведь, снежный человек или другой несчастный случай, то поддержка людей была бы оправдана. Никто бы Дятлова за это не наказал. И что чужим делать в такой гипотетической ситуации с этими троими? У них 4 тела в ручье, и убирать остальных уже бессмысленно. Это ничего не решит. Они попали. Новые жертвы только усугубят ситуацию. Больше тел, больше следов, больше риска. Включается логика. Если уже пошло не так, то лучше остановиться. Таким образом, если сейчас на настиле чужие решают, как добивать оставшихся туристов, то в случае осторожного лидера им бы пришлось думать о том, как развести ситуацию. Так что трагедия с дятловцами в таком масштабе стала возможной не потому, что чужие суперзлодеи, а потому что Дятлов не вывел сигнал за хребет вовремя. Его ошибка заключалась в том, что он не рассматривал человеческую угрозу на территории Ивдельской ИТЛ как реальную. Это я вам все изобразила в сослагательном наклонении, чтобы нам стало понятно, что в той ситуации, в которой очутились Дятлов, Слободин и Колмогорова, у них уже не было шансов спастись. Если бы даже они в 18:00 решились бежать за хребет, то их бы легко догнали. Но это даже не приходило им в голову, потому что противоречило всем тогдашним туристическим правилам. Ждать в палатке было самое рациональное решение в их картине мира. Палатка – это тепло, вещи, еда, порядок. Остается только дождаться возвращения товарищей с верой в то, что скоро все объяснится. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И вот пара подчиненных и, наверное, в сопровождении Манси направились к палатке. Вариантов несколько, как там развивались события, но я выбрала самый правдоподобный, как он мне рисуется. Подходят чужие к палатке и видят слабый свет фонарика изнутри. Приказывают всем выйти. Без всякой лирики, без уговоров и лишних слов. Дятловцы в растерянности. Темная ночь, кто-то зовет снаружи. Спрашивают: «Кто вы?» Но, услышав в голосах незнакомцев нетерпение и металлическое недружелюбие, а может и лязг оружия, они затихли. А у шестерок задание операцию провести быстро, без шума и пыли. Поэтому никто из них внутрь палатки не залезал. Они повторяют приказ выйти, но дятловцы упорно не выходят. И не выбегают в панике, как это представляют дятловеды. Вот мнение Брусницына по этому поводу. Я вот более никак не могу объяснить их поведение, потому что знаю прекрасно вот таких людей. Тот же Дорошенко, такой флегматичный, такой уравновешенный человек и тоже впадает в панику. Не могу представить, что его может заставить из теплой палатки выпрыгнуть в темноту. Конец цитаты. Так что понятно, что дятловцы свою родную палатку никогда бы не разрезали. Зачем, если у них есть выход из нее? Да и как это окончательно лишить себя теплого укрытия на том морозе? Все, кто обсуждал из исследователей вопрос разрезов на палатке, самые здравомыслящие сказали так: резал палатку тот, кто знал, что она уже никому не понадобится. Это просто в точку. Это утверждение переворачивает все акценты. Если резал тот, кто знал, что палатка больше не потребуется, то это не дятловцы. Это кто-то из чужих вспорол палатку, когда его терпение лопнуло. Он видел, что туристы не выходят, а ему некогда уговаривать этих обреченных. Сейчас начнется. Так палатку же изнутри разрезали. Насчет той стрёмной экспертизы Чуркиной без комментариев. Там черт ногу сломит, потому что поисковики палатку потом тоже нехило раскромсали. Кроме того, многие исследователи обращали внимание на явное несоответствие фактического числа разрезов тому, которое описала Чуркина. Лучше посмотрим, как Кунцевич объясняет и демонстрирует этот момент. Чтобы их достать, они разрезали палатку, причем изнутри разрезано.
Естественно, изнутри. Представляете, вот склон палатки, подошел посторонник к склону палатки, воткнул нож и на себя тянет. Ведь так правильно? Ну, Что логично, логично. Все, Конечно. лезвие идет изнутри. Ведь не оспоришь. Понятно одно. Дятлов, Слободин и Колмогорова покинули палатку под принуждением. Неизвестно, как они были одеты, но они все были обуты. А по поводу одежды что-то определенное нельзя утверждать, потому что потом поисковики там так нахренячили, что мало не покажется. Поисковики – это куча народа, которых поначалу никто не контролировал, и они нанесли непоправимый вред обстановке на месте происшествия. Многие из них потом описывали следы беспорядка от предыдущих групп, от чего только всех запутывали. А проблема была в том, что распоряжение Артюкова не касаться обнаруженной палатки никого не остановило. Поисковики перемещали вещи в палатке, много чего просто унесли с собой. Как отмечено в показаниях Лебедева, они перебирали вещи дятловцев, складывали их в рюкзак, заворачивали их в одеяло, а по словам Атманаки, раздавали направо и налево лыжи проводникам собак. Вот, например, показания Масленникова. У палатки обнаружена ледоруб, запасная пара лыж, непосредственно от палатки в 10-15 метрах лежали тапки, носки и меховая куртка Дятлова. Тут же лежала штормовка. Слабцов. От палатки по направлению ветра, то есть в том направлении, где остались следы ног людей, на расстоянии около полуметра-метра обнаружили несколько тапочек от разных пар. Также были разбросаны лыжные шапочки и другие мелкие предметы. Слабцов в 1999 году. На входе палатки куртка висела, штормовка, потом вроде как дятловская оказалась. Брусницын. Обнаружили палатку, взяли оттуда все самое ценное, что было на поверхности. Как там Слабцов пишет, дятловскую штормовку, спирт, фотоаппараты, и с этим грузом спустились в наш лагерь, где мы стояли. То есть дятловская штормовка то валялась на снегу возле палатки, то висела у входа в палатку, а меховая куртка вообще исчезла. Поэтому считаем, что Дятлов, Колмогорова и Слободин вышли из палатки более-менее одетые и обутые. Это было и в интересах чужих, чтобы туристы самостоятельно дотопали до места назначения, не нести же их на себе. Так думал и Юрий Юдин. Он удивлялся версиям, по которым его товарищи босиком или в носках бежали от палатки до кедра. Ноги голые, не повреждены, не ободраны в кровь, по снегу и камням 1,5 километра и носки целые. На этом этапе делаем остановку. Что было дальше, нам расскажут акты судебно-медицинского исследования.